Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать из статьи в интернете. Также у меня есть Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. Сегодня у меня гадание по неделе 12-18 августа. Вторая половина знаков зодиака, влияние астрологических аспектов на жизнь каждого из знака. Какое-то влияние может проходить через все знаки или через все знаки одной стихии. Что-то уникально для каждого. Также каждым знаком, каждым человеком еще управляет родовая история и собственное строительство, магическое влияние на свою жизнь. Так, Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Начинаем с Девы, с чем ходит Дева из прошлых. Дева на расслабоне, хорошо отдохнула, хорошо погуляла, осталась, как говорится, довольна, да, где-то за городом. По работе. Королева жезлов. Яркое, интересное событие. Сама Дева, она у нас пентакль, но тем не менее ваш период, когда вы можете максимально засветиться, пропиариться, это карта про проявление творческих способностей в вашей части, такой вот. Также неважно, какой у вас бизнес, мужчина, время пиара, время тусовок, время шоу, как бы показать себя. Дьявол. Сильная карта в социуме, где вы можете представлять, показать себя более, ну, скажем так, обаятельным и привлекательным, добиться абсолютно всего, хитростью вашей, какой-то способностью влиять на других и магией, в том числе обратиться к магу, достичь своих каких-то целей, получить результат от предыдущих каких-то магий. Причем дьявол, ну это такая вот прямой, да, уже все, результат. По состоянию здоровья, всадник мечей, ну болезни, быстротекущие, быстро проходящие. Дева у нас, она и тревожная, и нервная, и невралгии, это ее болезни, да, там поколола, там заколола, все это на нервной почве. А что за нервная почва? Дьявол. Помните, что карта дьявола, да, если не вы, то вас. То есть, если вы не используете свои способности дьявольские, то будете жертвой этого дьявола, так? Состояние в личной жизни, колесо фортуны. Возвращение на колесе из прошлого. Люди, если есть какие-то отношения, они немножко стопорят, да, потому что все прокручивается на том же месте. Если нет отношений, приносят на этом колесе бывших. То есть опять как бы вот вам случай даже с ними разобраться. Уже как вы его используете. Как вы его используете. Крупный подарок, вещь, находка, хорошее известие о материальном в основном. В общем, я смотрю, что через все знаки проходит достаточно такая большая материальная удача для многих знаков. И вообще такой подъем какой-то одновременный для всех. Неплохой период для многих. Ну, откуда дьявол, колесо фортуны и паж мечей, пентакли, это какая-то связка необычная. Можете получить то, чего вы раньше не получали. Так, наши весы. Вот, похвалила. Весы. Темно запутанная ситуация, в которой вы ничего не можете понять. Чего там такого? По работе, видите, жезлы. Что-то слепит вам глаза слишком ярко, слишком блестяще. Вы лучше как бы подавать себя таким образом. Однако, если у вас серьезная какая-то тема, то вас отвлекает что-то. Отвлекитесь от этого яркого события, потому что оно вводит вас в заблуждение, да? Отвлекает ваше внимание. Хорошая карта для пиарщиков, разного рода маркетологов, СММщиков, актеров, художников творческих. Вот, будете на виду. Но не забывайте использовать это
Также карта, где вы окажетесь в каком-то обществе, вам придется отбиваться словесно, знать свою позицию жесткую, занимать. Но вы отобьетесь. Знаете, что им говорить. По состоянию здоровья, нехватка чего-либо. Чувствуете, что также проблемы с органами движениями, опасайтесь травм нижних конечностей. Вот. Так, состояние в личной жизни, трудный разговор, причем с вашей подачи вы уже, типа, вы уже не весы, вы уже не терпите, вам уже нет того равновесия. Также это касается и новых знакомств, где вы сразу их, ну, фактически приводите в конфликт. Сразу вам будет предлагать какой-то компромисс, на который вы не готовы. И ничего несправедливость. Ну все, весы вышли из равновесия и пошли рубать налево и направо. Ух, кому-то не повезет рядом. Весы. Так, теперь на скорпионики. Скорпионики, денежку, скорпионят. Кругом денежка, ух ты. Что у нас там выпадает? Новая жизнь. Что-то обновление. Что будет новое? Так, на работе подвисло все-таки. Работа, денежная сфера. Бесит, вас не очень устраивает, но вы это терпите. Вынуждены. Зато у вас веселые приключения, путешествия, новые партнеры, знакомства, поездки, интересно життя. Кто такой? Императрица перевернута. Женщины, обратите внимание на ваши какие-то гинекологические проблемы. Беременным беречься. Ну, это не роковая карта, однако означает некое такое напряжение в этой области. Обратите внимание. Мужчинам также какой-то стресс, давление, императрица, напряженная ситуация, давление, какой-то перегруз. О, еще и бывшие скачут ко многим знаком на неделе. Чего не хотят? Это случайная встреча. Колесо фортуны приносит случайных, то есть это не целенаправленно кто-то вас ищет. Всплывет этот человек, а уже как вариант, типа, ну давай еще попробуем раз. Одна из карт возврата вот таких вот. Ну и все по-старому, если у вас уже устоявшиеся отношения или брак. И карта Вестник мечей. Будете кого-то очень сильно ругать, чистить, критиковать. Благо у вас рядом есть кому поддержать. Ну, скорпионам посоветовать подготовиться так, отвечать жестко. Что тут разговорный жанр очень будет развит, и вам надо давать очень жесткие отповеди этим людишкам. Так, стрельцы веселятся, радуются, общаются с детьми, придумывают всякие себе развлечения, в общем, ничего серьезного. О, все, деньги, крупная сумма денег, контракт, получение важного, очень крупного результата в вашей деятельности. Даже если вы не учитесь и не работаете, но это прибыль очень большая. Для вас большая. У каждого человека, наверное, в жизни своя какая-то сумма большая считается, да? Вы ее получите. Люди, нерешенные вопросы. Пойдете в казенный дом, но вас будет затягивать, мордовать, говорить дальше, потом. Ну, вот так. Карта состояния здоровья, тихо, спокойно життя. Может быть, что у вас какая-то вялость физическая и внутреннее состояние такое. Ну, если какое-то заболевание серьезно, но не развивается, то есть можете какую-то передышку получить. Дальше получение подарков, трудных каких-то. Но это материальный какой-то статус, все-таки вы этого все добьете.
Вестник Пентаклей. С трудом, но планируется, с трудом, но добиваетесь, решаете, какую-то определенность добиваетесь. Ваших, и неважно, это новый или уже стоявшийся брак. Вам это стоит трудно, но получите. Король мечей, вот он этот король мечей, который и не хочет делать то, что вы хотите, а он вам указывает на ваши недостатки, бла-бла-бла, весь он такой умный, критикующий. Кстати, если вы мужчина, это тоже ваш такой какой-то дружок, родственник, любит вас, ну, в кавычках даже, покритиковать, подвинуть. Ну, такой, может быть, принизить ваш успех. Вот. Козероги. Козероги вошли в силу, хотят перевернуть мир, дайте им точку опоры. Вау. Чего тут? Несправедливость. Ну что, опасайтесь вступать в всякие судебные споры. Потому что что-то высшие силы как бы что-то можете натворить и оказаться в проигрыше. Это касается и сложное собеседование, не спорьте ни с кем, потому что чаша весов не в вашу пользу. Ну, может, разочарование, скучные людишки, да, скучные, хотелось бы повеселее, да. Настроение, жезл, 8 жезл, препятствия. Может быть, мелкие травмы, вывихи, руки, ноги, мелкие пальцы. Жезлы наши, жезлы. Состояние в личной жизни. Император. Вау. Женщинам такой дядька престарелый, но он такой покровитель. Если вы не в отношениях. Если в отношениях, это может быть отец чей-то, дед какой-то вмешивается в вашу семейную жизнь. Проявление благородства со стороны партнера, знакомство с таким партнером. Если вы мужчина, также вмешательство пожилого родственника в вашу личную жизнь. Ну, может, это вы сами будете императорствовать, покровительствовать. И 2 мечей, компромисс. Вы готовы к компромиссу, как это ни странно, пока вы готовы проявлять себя благородство, принимать это благородство и так далее. Но все запомнил, все ваши ходы записаны. Позвольте. Так, Козерог все запоминает. Это знак Земли, у которого все очень надолго всегда. Любовь и ваши ходы. Водолей. В общем, там на расслабоне всех послали, все послали. Где-то походили по лесу и все, и там по саду, съели яблоко и радуются жизни. Ну вот, чего мне откажешь водолеем, да? Моральной какой-то стойкости, что ли. Куют деньги, устали, надоело, какая-то скучная работа. Если вы ищете работу, ну найдете вы эту работу. Однако это вот прям такая загрузка-пригрузка. Махали, короче. Быстро какие-то встречи, непредвиденные какие-то. Женщинам это может быть добиваться, какие-то мужики вас могут где-то в каких-то компаниях на улице. Прибежал, убежал, достал свой жезл. Вот такой вот типа. Пришел. Очень интересный. Мужчинам это какие-то безрезультатные хлопоты, потому что под ногами земли нет, мчаться приходится быстро, а толку вот. Без иллюзий, состояние здоровья. Ну, вы знаете свои проблемы, они как бы останутся с вами. Также проблемы со зрением вообще-то. Эта карта означает, что у вас там со зрением. Состояние в личной жизни. Король мечей. Ну, знакомство женщинам, знакомство со знаком воздуха, водолеем, весами, там, с близнецами. Либо такой мужчина острый на язык, проницательный, он немножко холодный, как сталь, да, наши. Но зато он, как говорится, долго не таит в себе каких-то негативов. Для мужчины это проницательно. Ой, еще император. В общем, женщина водолейкам, они эксклюзивный момент. Много мужчин вам нападало, тут аж 3 разных всяких и деньги. В общем, выбирайте
как говорится, и быстрый с жезлом, и проницательный, умный, вот, и какой-то болтливый меч, и мужчина-покровитель, властный, но добрый внутри. А я заканчиваю свой прогноз. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за платным ссылкам под этим видео. Подписывайтесь. Получайте по платным ссылкам, как спонсоры, тайны моей профессии есть. Инструкции по использованию рун. До свидания.